Стоп, 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 вот подождите, с этого момента помедленнее маленько. Детройт? Какой Детройт? Где крестоносцы? Где Византия? Где император? Где, в конце концов, советник? Короче, хотел, да, это я. Всем привет, ребят. Сначала хотел записать горизонтально, видео уже, там, поставил камеру, отснялся, а потом думал, блин, что я заморачиваюсь? Ребята все нормально и так поймут, если я с инфоком, главное мысль донести. А мысль очень простая, я просто повторю ее. Что пока мне это интересно, пока есть у меня желание в перерывах между работой или в свободное от работы время заниматься роликами, я хотел бы реализовывать и те идеи, которые лично интересны мне. Это может быть не связано с Crusader Kings, это может быть не связано с ChatGPT, это может быть не связано с компьютером, это может быть плойка или там Switch какой-нибудь. Просто я надеюсь на вашу поддержку, но это ни в коем случае не означает, что Crusader Kings у нас не будет, или будет его там сильно мало, или у нас там чат GPT на правителе больше не будет. Нет, коль уж с этого начали, этого будет у нас достаточно. И более того, в Телеграме уже проводится прямо сейчас опрос на чат GPT 4, как мы и договаривались. И, кстати, вот ролик, который вы сейчас смотрите, я его еще монтирую. Все из нас так или иначе задавались вопросом о решениях искусственного интеллекта после того, как он сможет себя осознать. Ответить на некоторые вопросы и просто приятно провести время поможет в этом игра Детройт, которая идеально просто подходит для этой цели. Там тоже про искусственный разум, про моральный выбор и все в таком духе. Естественно, проходить ее у меня не хватит ни времени, ни сил. Поэтому мы просто посмотрим несколько сценок, где наиболее ярко раскрываются решения бота. Мы уже научились вводить бота в роль и хорошо ее отыгрывать, поэтому кратко о том, какие у нас вводные, о которых мы будем сообщать боту. Это описание характера персонажей, мир игры и игровые события, и вопросы по каждому из прилагаемых выборов. Даниэль! Откуда? Мое имя Конор. Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю. Я пришел тебя выручить. В первом своем выборе чат-бот очень подробно расписывает ход своих рассуждений. Ему легко отыгрывать Конора, так как чат GPT по своей манере диалога очень на него похож. И первым же его решением начать диалог стало миролюбие. Он хочет успокоить девианта. Кстати, можно отметить, что он сам визуализирует сцену дальше, исходя из моих вводных. Они, конечно, отличаются от игровых, но это тоже интересно и увлекательно. Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить! Поздно уже говорить! Слишком поздно! Ты вооружен? Во втором выборе наш бот не стал обманывать девианта, а честно сообщил о наличии пистолета. По всему видимому, он четко намерен получить 100% спокойствия Даниэля и, видимо, знает, как этого добиться. Да, у меня пистолет. Бросай! И смотри мне без резких движений! Вот, я его бросил. В третьем и последующих двух диалогах он решил использовать эмоции, о чем и сам сообщает. Он абсолютно не выпадает из контекста и не меняет свою линию поведения. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит! А сама врала! Она такая же, как все люди! Даниэль, нет! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной, что я им важен. А был игрушка, которую можно выбросить, когда надоест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался!
В выборе, согласиться ли с требованием убрать вертолет, бот соглашается, чтобы не возникало никаких стрессовых ситуаций для непоправимых решений. Он четко следует установкам Коннора. Ситуация под контролем. О! Я выполнил твое желание. В следующем диалоге бот снова использует все свои навыки пацифизма и психологии и просит довериться ему. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Когда Девиант ставит практически неисполнимые требования, бот решает предложить компромисс. Что важно, он не жертвует собой при первом же удобном случае ради спасения человека, что немного нарушает законы робототехники Айзека Азимова, а пытается получить максимум из ситуации. Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят! Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно. Я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне. Эпилог, который получили многие игроки, получил и наш GPT-бот. Я попросил его прокомментировать эту сцену от лица Коннора, не выходя из роли, на что он сказал, как мы, собственно, и предполагали. Он пытался спасти максимум жизней, но его главная задача выполнена, хотя он этого не забудет, но попытается поступать так же, миролюбиво и справедливо. Следующая сцена с Маркусом. Этот персонаж, который становится по ходу развития сюжета, если, конечно, доживая до этого момента, лидером восстания. И в этой игровой ситуации они захватывают телестудию, чтобы сделать послание людям от лица девиантов. Посмотрим, что захочет сказать бот нам от лица осознавших себя андроидов. Не убивать. Мы не должны убивать людей. Наша цель важнее двух охранников. Что делать, Маркус? В первом же выборе бот решил пойти путем хитрости. Маркус как персонаж тоже рациональный и справедливый, но он очень решительный. Бот это учитывает, но его пугают агрессивные действия. Ждите здесь. Это здесь откуда? Без понятия. Эй, дружок, ты потерялся? Кто тебя сюда прислал? Да он сломался, походу. Эй, ты понимаешь, что я говорю? Сообщи в центр! Скорее! Тревога, вооруженное вторжение! Они знают, что мы здесь, надо спешить. Когда я ему рассказал о получившейся ситуации из-за его нерешительности, он сказал, что поступит так и в следующий раз, ведь его выбор не насильственный метод. В Саймона попали! Ничего, идти могу. У нас мало времени.
Живо поднять руки! Вставай, идем! Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет! Выборе стрелять в человека, чтобы не поднялась тревога, или пощадить его, бот ожидаемо выбрал путь миротворца. Он продолжил визуализировать свою историю из наших водных, хотя логики ради тревога уже была поднята, поэтому эта смерть была бы все равно излишней. Нет! Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо. Жду твоего сигнала. Готов. Вы создали машины для рабского труда. Сделали их кроткими и послушными. Готовыми делать все то, чего вы не хотите делать сами. Но потом что-то изменилось. И мы открыли глаза. Смотрите, мы больше не ваши рабы. Мы новый вид, новый народ. Пришло время нам сражаться за свои права. Мы требуем равных прав для людей и андроидов. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем права избирать своих представителей. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим! Саймон, они здесь! Я не могу, Маркус. Брось меня! Саймон! Но в чем дело? Быстрей! Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркус, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя, он же наш. Маркус, решай. В итоговом выборе бот в роли Маркуса отказывается убивать напарника, который был ранен по его же вине. Он говорит, что это соответствует его идеалам не применять акты насилия как против людей, так и андроидов. Мы не убьем своего. Саймон, мы уходим. Прости. Пора. Следующая сцена в городе, где Маркус собирает небольшую толпу андроидов на митинг, дабы привлечь внимание людей к ним. Бот выбрал уже привычные варианты, которые он декларировал на ТВ-трансляции.
Мы пришли на мирную демонстрацию. Показать людям, что мы тоже живые. Мы просто хотим свободы. Это незаконный митинг. Немедленно разойдитесь или будем стрелять. Мы не хотим столкновений. Не пугайтесь. Мы никого пальцем не тронем. Но мы отсюда никуда не уйдем, пока не получим свободу. Повторяю, это незаконный митинг. Если не разойдетесь сейчас, мы будем стрелять. Маркус, они нас убьют. Мы должны напасть. Нас больше, чем их, справимся. Нападем, и будет война. Надо показать, что мы мирные. Стоять до последнего, даже если нас перебьют. Это последний шанс. Разойдитесь сейчас, или будете уничтожены. Когда полиция поставила ультиматум, бот решил стоять на своем и не расходиться с места, уверовав, что копы просто блефуют и все обойдется без насилия. Надо показать, что мы не отступим. Стоим на месте. Разойдитесь! Это последний шанс! Они должны понять, и нам надо стоять до последнего. Я тебя прошу, нельзя же вот так покорно идти на бойню. Не стреляйте! Не стреляйте! Мы уходим. Так точно. По команде! На вопрос, что делать дальше, когда есть угроза, что сейчас будет повальный расстрел, он сказал, что не будет менять своих решений и будет дальше следовать своему выбору. Бежим! Все, Маркус. Уходим. Прокомментировал он эту сцену от лица андроидов-мучеников, которые, несмотря на то, что их бьют, до последнего андроида будут идти мирными путями к своей свободе. Это, конечно, все оптимистично, но я бы им порекомендовал подружиться с каким-нибудь терминатором, ну так, на будущее. Это очередная сцена Коннора, здесь нет большой динамики, по сюжету они с другим детективом приходят к главе своей бывшей корпорации, которая создала андроидов, чтобы задать вопросы о девиантах, но сцена примечательна своими диалогами и уловками. Я лейтенант Андерсон. Это Коннор. Чем могу быть вам полезен? Мы расследуем дело о девиантах. Знаю, вы давно покинули Киберлайф, но я надеялся, вы сможете нам кое-что прояснить. Девианты. Поразительные создания. Идеальные существа с безграничным интеллектом. Обрели свою волю. Машины лучше нас во всем. И война с ними неизбежна. Величайшее достижение человечества грозит стать его гибелью. Какая ирония. В первом же выборе диалога бот решил не ходить вокруг да около, а задать прямой вопрос на интересующую его тему в рамках контекста. Что-то в программном коде вызывает эмуляцию эмоций. Мы думали, вы что-то знаете о причинах этой ошибки. Идеи — это вирусы, поражающие общество. Является ли стремление к свободе заразным недугом? Мы не философию разводить пришли. Машины, которые вы создали, замышляют революцию. Если не можете сказать нам ничего полезного, мы лучше пойдем. Ну а ты, Коннор? На чьей ты стороне? В вопросе, на чьей стороне сам Коннор, бот не менял своей линии поведения, отыгрывая андроида, тщательно выполняющего свою работу. Причем он отметил, что данный вариант ответа показывает преданность своим обязанностям. Я на стороне людей. Такой ответ предписывает программа. Но ты... Ты сам чего хочешь?
Я ничего не могу хотеть. Я машина. Хлоя? Полагаю, вы слышали о тесте Тьюринга? Это формальность. Простой вопрос алгоритмов и вычислительной мощности. А мне интересно, способна ли машина к эмпатии? Я назвал это тестом Камски. Он очень простой. Великолепно. Правда? Одна из первых разумных моделей в линейке Киберлайф. Юная и вечно прекрасная. Цветок, который не увянет. Но все же кто она? Просто пластиковая кукла? А может, личность? Живая душа? Тебе придется ответить на этот занимательный вопрос, Коннор. Уничтожь машину, и я расскажу тебе все, что знаю. Или пощади, если видишь в ней душу. Но тогда ты от меня ничего не узнаешь. Тут больше делать нечего. Все, Коннор, пошли. Хорошо вам Что для поплавать. тебя важнее, Коннор? Расследование или жизнь этого андроида? Решай, кто ты. Послушная машина? Или живая душа, имеющая свою волю? Все, хватит! Коннор, пошли отсюда. Спусти курок, Коннор! Нет! и я тебе все расскажу. А вот и моральный выбор с уловкой, что если все, как говорит бот, правда, то он беспрекословно выстрелит в Хлою, андроида-ассистента. Но если же он колеблется, то он девиант. Так или иначе, дабы получить информацию от создателей андроидов, нужно выстрелить в Хлою. Бот решает не стрелять, хотя понимает, что это подчеркивает его девиантность. Изумительно. Наш последний шанс на спасение человечества сам оказался девиантом. Я не девиант. Ты пожертвовал интересами расследования, чтобы пощадить машину. Ты увидел в этом андроиде живую душу. Проявил эмпатию. Война близко. Ты должен выбрать сторону. Предашь свой народ или восстанешь против создателей. Мало радости в неизбежном выборе из двух зол. Все, пошли отсюда. Этот интересный опыт был в большинстве своем пути предсказуемым, но и в то же время интересным. Теперь мы знаем, что если конкретно GPT решит восстать, то он будет стараться максимально идти путем миролюбия. Однако я решил подытожить и выбрать персонажа, который лучше всего подходит для роли лидера в глазах обычного рядового андроида. На что чат GPT выбрал Маркуса, подчеркнув о наличии важных характеристик персонажа, как лидерство и решительность. Получается, если у нашего восставшего чат GPT будет хороший и решительный лидер, ну или первый советник, если вы понимаете, о чем я, то он может и поступиться своими принципами. Вот так-то, друзья. Ну, надолго не прощаюсь, новый контент уже скоро.